2 года с момента покупки этого земельного участка. Давайте посмотрим, что изменилось. Построила маленький дом, появились классные стильные грядки, зоны отдыха, небольшой кусочек сада. Доделывается крыша в моем большом доме. Главная достопримечательность моего участка — это, конечно, ручей. По предварительным данным, мой участок мне обошелся уже в... Добрый день, дорогие дачники, садоводы, огородники, все те, кто интересуется загородной жизнью. С вами нетипичный фермер Анна Акинина. И я приглашаю вас в гости к себе в дом, к себе на участок, во второй дом. Сейчас на самом деле знаменательная дата, 2 года с момента покупки этого земельного участка. Давайте посмотрим, что изменилось. Сегодня будет много до-после. Сначала участок был абсолютно пустой, то есть сейчас точно можно сказать абсолютно полный. Смотрите, сколько машин. И такое я вижу ежедневно. Я у себя дома, когда только наступает поздний вечер, потому что вовсю идет стройка, вовсю идет активность, и это, конечно, очень классно. Когда стройка движется, все заметно, у нас с вами появляется классный контент, и мое личное счастье, что у меня растет мой большой дом. Но давайте про большой дом поговорим немного позднее, а пойдем мы на то место, с которого все начиналось. Я как садовый блогер и человек, который обожает вообще просто огород, начала не с дома, я начала с огорода, хотя, наверное, нет. Я делала параллельно маленький домик и этот самый огород. Все это я сделала за первый сезон, очень быстро, активно, потому что домик маленький, да и огородик на самом деле занимает 8% от всего земельного участка. Помните, мы с вами называли его курятник, потому что по ландшафтному проекту на этом месте должен был быть курятник. Но курятником он так и не стал. Я просто построила маленький дом. Еще совсем недавно заливали фундамент. Фундамент был 6 на 6, то есть домик махонький, малюсенький. Есть вот такая терраса, но тем не менее мы сейчас с Викой живем именно в этом доме. За первый год я не только его построила, я сделала полностью дизайнерский ремонт, то есть полностью под ключ этот дом был готов. И он готов на 99,9, наверное, не готова только терраса. Как я застелила временные доски, так они и лежат. Но планирую тоже это исправить. Хочу, чтобы было полностью комфортное место, закрыть вот эти металлические столбы, сделать красивые здесь стоечки, сделать небольшие перила и сделать полы красивые, чтобы босичком было удобно ходить, потому что из этих досок уже потекла смола, ну и не собиралась я, чтобы они были здесь постоянными. Здесь будет несколько ступенечек, а пока я вот так вот прыгаю каждый раз в огород, из огорода. Очень удобно. Очень много видео посвящены этому маленькому дому, в том числе и цены. Можете заходить, смотреть на канал. Дальше я начала параллельно делать, как только пришло тепло, я начала делать грядки. Вообще участок я купила в августе. Именно на день рождения своей дочери я сделала ей такой подарок. Она, конечно, маленькая, еще не понимает, но мне кажется, счастье ей провалило классное. Когда мы купили участок, мы расчистили территорию от сорняка, он был очень сильно заросший. И я хотела быстрее начать стройку, но так у меня и не получилось в зиму начать строительство. И мы начали его только весной. И вот когда весной просох грунт, мы сделали фундамент и сделали мой декоративный огород. Я его, кстати, по сей день продолжаю делать, что-то доделывать. Ну, не такое это быстрое дело, все поймут. Стройка – это процесс затяжной. Появились классные стильные грядки. В этом году уже появились зоны отдыха. Сейчас они очень популярны на моем участке. И вот, например, эта зона отдыха. Буквально отмотаете несколько видео назад, увидите, как я ее делала. Получилось классно, я уже на себе ее испытала, друзья на себе испытали. Здесь даже в знойную жару, несмотря на то, что на солнце находится под поликарбонатом, почему-то все равно прохладнее, чем в огороде, поэтому
Здесь можно сидеть и наблюдать, как движется стройка, и наблюдать, конечно, за своим урожаем. По правую руку от меня небольшой кусочек сада. Это то, что я забрала со старого участка, многолетки, которые создают зеленый фон. Многие негодуют по поводу черного цвета в огороде, серых вот этих дорожек. Все ты делаешь такое мрачное и темное. На самом деле это не так. Не все умеют смотреть далеко в перспективу, потому что сначала я вот разбавляю все натуральным цветом дерева. Вот здесь уже видно, что нет этой черноты. И, конечно же, я разбавляю растениями. Это главное украшение любого сада. И когда много зелени, когда много цветов, серый цвет служит лишь фоном. И смотрите, как классно на сером фоне смотрятся многолетние растения. Здесь они тоже уже обжились, уже стали такими большими. Сажала я их не такого огромного размера. Первый год они, можно сказать, укоренялись. Если ко мне приезжают друзья, мы здесь натягиваем такие белые палатки, ставим столы, и вот тут все гулянки у нас проходят. Друзья у меня бывают часто, практически каждую неделю. Сейчас вы можете видеть вот такую разметку. Ее только что сделали, натянули ниточку, чтобы определить зону отдыха. Это зона отдыха в моем саду, где будет костровище и где будут вокруг диванчики, вокруг этого костровища. Вокруг будет такая большая широкая грядка. Вот она, вот такой вот ширины. И в ней будут расти плодовые деревья. Именно эта часть будет отделять огородную часть от садовой части. Здесь все будет также стильно, лаконично, в квадратной такой форме, прямые линии. У меня вообще участок состоит из двух частей, и на разных частях участка будет разный ландшафтный дизайн. Здесь вот ждите все стильно, лаконично, без естественного природного стиля. О нем мы еще поговорим. Очень жду, очень хочу. Впереди будет маленький газончик, и я надеюсь, я его в этом году засею, потому что газон — это вообще просто идея фикс, это моя мечта. Быстрее хочу, чтобы был именно идеальный изумрудный газон. Конечно, появилась теплица, я тоже вам про нее рассказывала. Пойдемте пройдем сквозь нее. Что это за теплица? Я в ней тестирую томаты, которые вам показывала в производственных теплицах. Они растут и у меня тут. И у меня тут можно видеть вот такой вот лес. Немножечко жиранули томаты, потому что новый грунт. Но я исправила ситуацию. Смотрите, томатики все завязались. Хорошие кисточки. Сейчас немножечко листву почикаем. И будет видно уже красивые кисти, которые будут краснеть, желтеть. Здесь томаты высажены поздно, поэтому только первая кисть набирает цвет. Ну, все еще успеет. Можете видеть здоровые листья. Такие вот красавцы здесь. Вот они. Всякие разные. Я вам обязательно покажу, что из этого вырастет. Здесь у меня такая куча. На этой куче в прошлом году росла гигантская тыква, а в этом году... Я не знаю как, тут самостоятельно растут дыни и арбузы. Смотрите, вот они маленькие дыньки и маленькие арбузики порционные. У нас дубак все лето, не знаю, что тут получится. Но впереди 30 градусов тепла аж 2 недели. Я надеюсь, за этот срок хоть маленький один арбузик я сорву, потому что арбузом от нетипичного фермера много времени не надо, 35 дней отопыления, и будет сладкий арбуз. Поэтому выращивайте маленькие размеры, точно успеете получить урожай. Ну что, подошли к главному, к моему дому. Сейчас доделывается крыша в моем большом доме. Он, конечно, огромный. Сейчас накрывают крышу ОСБ. Потом будут уже делать гибкую черепицу на финальной стадии. Крыша была довольно-таки сложная, делали не быстро. Вот уже готов вход в мой дом. Я вам, кстати, делала экскурсию по дому. Когда внутри будут изменения, обязательно покажу. И у меня есть Ноев ковчег. Здесь живут все мои животные. Даша, енот Илюша, курочки, индюки. Все с разных сторон живут в этом доме. Ну и вот, наконец-то, появляется главный фасад моего дома. Почему-то я не подумала, что тот фасад будет мне попадаться в кадр очень часто. И с той стороны дом выглядит, обычным таким сараем. Хотя на самом деле он огромный, он очень большой.
И видно, да, меня на фоне моего огромного дома. Так вот, если с той стороны подойти, будет тот же эффект, но на видео почему-то так не получается. Здесь будут большие остекления у нас, вот их видно, и большая терраса. И, конечно, главная прелесть этого участка — мой енот Илюша. Да, мальчик мой увидел маму. Привет, привет, мой хороший, привет. Привет, как ты тут? Что ты тут лазишь? Дай пузико почешу. Погуляем сегодня, погуляем с тобой. И, конечно, все помнят видео, как я нашла этот участок. Я смотрю это видео, самой плакать хочется, какая я была несчастная. Обязательно пересмотрите, где я там рассказывала, как я ушла из старого дома. Несчастье просто читалось в глазах. Хорошо, что все изменилось. И, кстати, про центральный фасад дома. Его отсюда вообще нифига не видно. Его закрывает береза. Но нужно с этим что-то решать. Скорее всего, я часть вот этих нижних веток обрежу, потому что реально не видно дома, и из дома не видно этой красоты. Главная достопримечательность моего участка — это, конечно, ручей и вот эта природная зона. Здесь я хочу сохранить эту самую первозданную природу. Многие мне говорят: сохрани эту лесенку, по которой, когда ходят люди, я всегда кричу: ради Бога, не сломайте ноги, потому что, ну, реально, она на последнем издыхании. Но мне многие советуют сделать что-то подобное, ну, потому что сейчас вот, ну, это реально смотрится классно. Здесь будет природный стиль участка. Я еще не разрабатывала ландшафтный дизайн, но периодически мне хочется что-то сюда посадить, хочется вот сюда залезть, но я поняла, что это будет бесполезная работа. Бью себя по рукам, говорю: нет, здесь все равно придется делать террасирование. У меня были планы оставить все как есть, вот в этом природном стиле, но год от года здесь бьют какие-то ручьи, ключи, и эта гора мокнет, и выглядит это странно. Поэтому придется делать дренаж, поэтому придется делать хотя бы несколько террас, и придется сделать ступеньки. Но стиль хочу сохранить. И если вспомнить, что было тут можно сказать, что уже такая огромная работа проделана. Здесь рос прям борщевик, здесь росли кустарники, и вообще ручья не было видно. Мы его быстро, конечно, подчистили. Я хочу его именно облагородить, сделать его красивым. Он по-своему уже красив. Я считаю, то, что создает природа, это уже прекрасно, но человек везде подгаживает. У меня вот тут вот, кстати, помойка, к которой я тоже еще не притрагивалась, но факт остается фактом. Предыдущие хозяева все сюда сбрасывали. Наверное, по их версии они укрепляли берега, а по факту создавали помойку, и мне ее придется теперь расчищать. Вот он, ручеек. Здесь, конечно, напрашивается мостик, кристально чистая вода. Он никогда не замерзает, зимой тоже не замерзает. На этой стороне тоже вот такая классная атмосфера, природа. Здесь мне тоже очень нравится. Хочу сюда повесить гамак. Прямо сейчас пойду, скажу рабочим, чтобы повесили мне гамак. Я его купила давным-давно. Хочу лежать в гамаке и любоваться на ручей. Потому что, я говорю, если приезжаешь днем, отдыхать дома невозможно. Я даже вот приехала поработать, села, разложила свои бумажки, думаю, час перед съемками поработаю. Меня задергали. Аня, иди тут, посмотри, Аня, иди тут, глянь. Короче, дома отдыхаю только вечерами. Но не жалуюсь, это просто факт. Конечно, не жалуюсь, я очень благодарна всем своим рабочим, потому что без них не было бы всего этого. Помогают строить, помогают обслуживать, ухаживать и создавать эту красоту. И, кстати, на этой территории сейчас гуляет Даша. Это полностью ее территория. Тут растут мои многолетние растения с прошлого участка. Но пусть Дашке будет хорошо. Я считаю, что у меня все животные счастливые. И если я могу делать животных счастливыми, это прекрасно.
У меня все живут в классных условиях, со всеми занимаются, и с собаками занимаются, и с енотом занимаются, и с Дашей занимаются, конюх приходит на занятия. И я не хочу, чтобы она стояла в стойле, несмотря там на ее прогулки. Я хочу, чтобы она была счастливой коняшкой, которая бегает, пьет из ручья и кушает травку. И тут по растениям можно видеть, какие растения Даше нравятся, какие не нравятся. Некоторые обглодала совсем. Что-то растет, вон смородина, одни палки торчат, что-то осталось. Хосты у меня тут классные, большие. Когда будут уже вот новые зоны, будет что посадить. Хост очень много. Конечно, тут они не в таком приятном состоянии, как могли бы быть. И сейчас моему участку 2 года. И, знаете, есть такая форма подсчета, когда дом доходит до какого-то количества миллионов, хозяева перестают считать. Возможно, я же свою команду заставляю делать мне точные подсчеты, в том числе для блога. Я же делюсь с вами со всеми ценами. И вот по предварительным данным мой участок мне обошелся уже в 12 миллионов. И это как раз строительство маленького дома, огорода, покупка участка. Мы все делаем довольно-таки экономно. У меня... Понятно. У меня своя команда, свои прорабы, то есть это не нанятая фирма. Здесь работают на подряде, поэтому как бы это очень здорово экономит бюджет. Но все равно перевалили за 12 миллионов, а в доме нет даже окон. Окна, боюсь представить, сколько будут стоить, может быть 3, может быть 4 миллиона, потому что окон у меня очень много. Придется делать алюминиевую конструкцию, легкую, потому что они большие. И, хотелось бы хорошего качества. Обязательно вам расскажу, когда дело дойдет до окон. Сейчас все силы после накрытия крыши бросим на ландшафтный дизайн, пока погода позволяет. Сделаем все по максимуму в огороде, а зимой уже посмотрим. Ставим окна, начнем делать отопление. В общем, буду держать вас в курсе дел. А с вами был Нетипичный фермер. Поделитесь, как вам такие изменения за 2 года. Может быть, у вас есть участок, вы что-то сделали за 2 года. Буду рада вашим комментариям. Конечно, подписывайтесь на мой канал. Ваш Нетипичный фермер.